Один из самых главных барьеров, когда вы исполняете свои желания, особенно те желания, которые вы сами относите к крупным желаниям, это нехватка энергии. И меня постоянно спрашивают о том, откуда ее брать, как ее генерировать, как ее восполнять и так далее. И вот в этом ролике мы с вами разберемся именно с этой темой. Мы сегодня не будем с вами рассматривать энергию с точки зрения физиологии. Есть различные каналы, вы можете все это там посмотреть и разобраться, нужно ли вам какие-то микроэлементы принимать, помогает ли вам кофе и так далее. Наша с вами задача разобраться с энергией именно в плане мифов и заблуждений и того, что может изменить ваш, скажем так, энергетический потенциал. Давайте рассмотрим на примере двух труб. Есть труба такого диаметра и есть труба такого диаметра. Очень важно, помимо того, что понятно, что в такой диаметр трубы помещается гораздо меньше воды, чем в такой по объему, но есть еще момент с тем, насколько мощное давление. Если вот здесь будет очень мощное давление, то по объему воды оно в конечном итоге может сравниться с вот этим, если здесь будет легкий ручеек. Наша с вами задача сделать так, чтобы в нашем теле было столько энергии, то есть была такая пропускная способность, чтобы вот эта большая труба находилась под большим давлением, под большим напором. И вот я уже сказала об одном из ключевых понятий. Нас интересует именно пропускная способность. В чем основная засада с этими трубами? Если вы зарабатываете 100 тысяч, хотя мне там в комментариях писали, откуда вы берете такие цифры, 35 тысяч, 50 тысяч. Ребята, это просто пример. Вот просто переведите на свою сумму и дальше рассматривайте в контексте своей суммы. Так вот, если вы зарабатываете 100 тысяч рублей, вот у вас вот такая труба, эти 100 тысяч рублей, вы хотите зарабатывать миллион. Миллион – это вот такая труба. И вы должны быть готовы к этому объему энергии, к этому объему мыслей в голове, чувств, страхов в том числе. Мне никогда не верят, когда я говорю: ребята, если вы со 100 тысяч перейдете на миллион, у вас будет просто жесть в вашей голове. Жесть в голове 100% будет. Объясню почему. Потому что когда вы в первый раз совершите вот этот квантовый скачок, как его совершить, есть ролик на канале, вы в какой-то момент, вот он произошел, и что происходит? До этого вы беспокоились о том, что денег не хватало, и вот вы были в этом беспокойстве. Теперь вы деньги заработали, но у вас появляется следующий уровень беспокойства. А смогу ли я удержать этот доход? Вдруг я в следующем месяце окажусь где-нибудь опять на 100 тысячах. Дальше. А мне этого миллиона не хватает на то, чтобы закрыть мои потребности. Я хочу квартиру, но посмотрим на цены на квартире. И категорически нет. И вы чувствуете, что этих денег мало, хотя это миллион. Но по сравнению с тем, сколько стоит то, чего вы хотите, это очень мало, это ничтожно мало. И у вас опять беспокойство, а дальше у вас беспокойство. Я не привык к таким деньгам, я хочу их потратить. Вы ловите себя на том, что вы сидите на маркетплейсе и судорожно выбираете, купить вам что-нибудь нужное или ненужное в очередной раз. Потом вы ловите себя в магазине за тем, что вы уже купили какую-нибудь ненужную фигню. И когда я про это говорю, и это, кстати говоря, такой очень классный саботаж, мне не верят. Верят только после того, как оказываются в этой ситуации, говорят: а вы знаете, у меня, оказывается, это в жизни было, я вспомнила, и я слила все деньги. О том, как справляться с саботажем, что это такое, как он проявляется, почему бывает внешний и внутренний саботаж, мы обязательно снимем отдельный ролик. Итак, вернемся к тому, что вот у вас есть труба на 100 тысяч и труба на миллион. И вы, естественно, как нормальный человек, не хотите сидеть в трубе на 100, хотите на миллион. И здесь нужна другая пропускная способность, другой энергетический потенциал. И вот про это мы сейчас с вами и будем разбираться. И для того, чтобы перейти из 100 в миллион, помимо кучи разных других атрибутов, что там нужно сделать и как перестроить свое мышление, есть одна очень важная штука. У вас должна быть очень прокачана осознанность, потому что осознанность – это ключевой элемент в том, чтобы вырастить свой доход, исполнить свое желание, повысить свой энергетический потенциал, пропускную способность, опять-таки, и так далее. И вот именно с этим мы сейчас и будем разбираться.
В большинстве роликов, которые мне попадались в интернете, говорится о том, что нужно куда-то энергию накапливать. Типа вы делаете какую-то практику, например, визуализацию, и она имеет накопительный эффект, потому что вот ваша энергия, она где-то там внутри вас складируется, в какой-то момент ее становится 100%, которые и нужны для того, чтобы ваше желание реализовалось. На самом деле это не так. Вы нарабатываете именно пропускную способность, и в какой-то момент просто складываются так обстоятельства, что ваше желание реализуется. И на самом деле на то, сколько времени нужно на реализацию, влияет только одно условие – ваша личная убежденность в том, сколько времени на это нужно. Потому что если смотреть с точки зрения того же самого трансерфинга, как базовой теории, как устроен мир, то все уже есть здесь и сейчас. То есть вы сейчас, например, сидите в хрущевке, и вот прямо здесь и сейчас есть вариант реальности, где вы живете на вилле, и вас ничто не отделяет на самом деле от этого варианта реальности. И некий энергетический потенциал может вас мгновенно туда переместить. Просто ваш мозг, ваш ум не согласен с этим, потому что все мы с вами все-таки люди опыта. Это и плюс, и минус в нашей жизни. То есть мы все время подвергаем все сомнению и проверяем, сверяем себя с предыдущим опытом. Где-то нам это помогает, где-то вредит. В данном случае вредит. В голове есть убежденность. Для того, чтобы я, например, заработал 1 000 000, мне нужно работать на протяжении, не знаю, 3 месяцев. Ну, если у вас есть определенный доход и уже наработанный паттерн, как прийти к этому 1 000 000. Кому-то еще больше надо. И это только убеждение в вашей голове. 1 000 000 может случиться очень быстро. Ну и, кстати говоря, как пережить этот 1 000 000 и не свалиться в саботаж, смотрите ролик, который недавно вышел на моем канале. Теперь про то, как все-таки нарабатывать эту пропускную способность. На самом деле, самое главное условие в том, чтобы у вас было много энергии, это осознанность. Все остальные методы, способы и так далее, это просто то, что сверху этого накидано и как-то это маскирует. Но на самом деле, что вам дает осознанность? И, наверное, было бы правильно назвать этот ролик именно осознанность как самая главная батарейка. Осознанность – это когда вы находитесь в настоящем моменте, здесь и сейчас. В вашей голове нету в этот момент ничего. То есть вы не думаете о прошлом, вы не думаете о будущем, вы осознаете настоящий момент, и в настоящем моменте есть 100% энергии, есть абсолютно все варианты реальности, и вы можете из них выбирать. И более того, чем дольше вы находитесь в состоянии осознанности, тем больше у вас как раз эта самая пропускная способность. И, соответственно, быстрее вы можете перейти в тот вариант реальности, который вас очень сильно интересует, ну, где ваше желание исполнилось. В чем проблема? С осознанностью есть один интересный баг, не баг, или это просто такое устройство, или, может быть, это такая плата. Но для того, чтобы перейти в состояние осознанности, нужно сначала вложить очень много энергии. Вот когда люди приходят ко мне в челлендж, мы на протяжении 3 недель, в том числе, занимаемся тем, что тренируем осознанность. И с чем люди сталкиваются на первом же задании. Я не могу находиться в настоящем моменте дольше 10 секунд. Вот просто представьте, у вас есть 24 часа в сутки. Давайте уберем из них 8 часов сна. Все, что осталось, 16 часов. И из этих 16 часов человек может быть в состоянии осознания настоящего момента 10 секунд, а все остальное время он спит. И вот это одна из самых больших проблем. Для того, чтобы вы получили много энергии и получили компенсацию, вам нужно подольше находиться в состоянии осознанности. А внимание не натренировано. Ваше внимание все время находится где? Вот это хороший вопрос. Мы думаем о том, что у нас не получилось, о том, чего у нас сейчас не хватает, о каких-то проблемах. Находимся в мыслежвачках, находимся в паттернах, в постоянных реакциях на какую-нибудь фигню. И получается, что на то, чтобы воплотить то, чего вы хотите, вы тратите 10 секунд своей жизни. Это в лучшем случае, если вы проходите челлендж. А если вы ничего не проходите, то вы вообще не тратите время на то, чтобы как-то ваше желание исполнялось и жизнь менялась. И смотрите, что дальше происходит.
Сначала человеку нужно достаточно много сил на то, чтобы вообще заставить себя почувствовать этот настоящий момент. Вам прям придется себя заставлять это делать, и это будет требовать от вас каких-то чрезмерных усилий. Но дальше и случается вот этот баг. Когда вы укореняетесь в настоящем моменте, то есть вы находитесь в нем дольше какого-то времени, у каждого человека это индивидуально, вы получаете обратно всю ту энергию, которую вы затратили на то, чтобы оказаться в осознанности, и сверху еще плюсом большую шапочку взбитых сливок. Ну, то есть и еще больше энергии. И на этом вы можете держаться достаточно долго. То есть вот этого, скажем так, энергетического шлейфа вам хватает до следующего раза, когда вы снова оказываетесь в осознанности. По крайней мере, так устроен мой челлендж-связь, ссылка на который есть в описании. И это, кстати, уникальный продукт, аналогов ему нету. Вот просто не существует ни в Рунете, ни в английском интернете, нигде. Это отмечают все участники, которые его проходили. И он действительно помогает вам очень сильно повысить вашу осознанность и уровень энергии. Но при одном важном условии. Вы не ждете, что за вас будут все делать, что с вами будут нянчиться, а вы становитесь взрослым человеком и разбираетесь со своей жизнью. А мы вам в этом всячески помогаем. Если вас устраивает такой подход, то милости просим в челлендж-связь. И что же теперь делать со всей этой осознанностью и какие есть простые методы ее повышения? Для меня, вот лично для меня, простой метод повышения осознанности – это прогулка. Прогулка наедине с самой собой, без наушников и с концентрацией на том, что происходит вокруг меня. Но я, в принципе, тот человек, который, что называется, думает ногами. Я очень многие идеи в своей жизни классные, интересные придумала именно в процессе, когда я гуляла. Кроме того, очень хорошо наполняет контакт с природой. Ну, про это даже есть куча исследований, которые проводились, большей частью, конечно, в азиатских странах, но тем не менее. То есть если вы выходите хотя бы раз в несколько дней в парк погулять, вы уже точно энергетически как-то восполняетесь. Что точно не стоит делать, это надеяться на то, что вам вернется энергия, если вы будете пить больше кофе. Потому что кофе, я сама его очень люблю, но проблема кофе в чем? Он хорошо бодрит человека, если человек выспался. Это прям исследование есть на эту тему. Если же вы не выспались, кофе вам не помогает. Более того, он начинает забивать рецепторы, и вам каждый раз нужно все больше и больше кофеина для того, чтобы почувствовать себя бодрым. А проблема-то в чем? Самой бодрости на самом деле кофе не дает. Он просто убирает ваш симптом усталости. Но чем больше у вас усталости, тем больше вам надо этого самого кофеина, чтобы как-то ее убрать. А проблема-то не решается. Это как прекрасный терафлю. Очень его люблю, но терафлю все-таки борется с последствиями, симптомами, но не убирает саму причину. Здесь та же самая история. Поэтому с кофе будьте, по крайней мере, осознанны. Энергию он вам не вернет. Следующий способ, как легко восстановиться и как вернуть себе энергию, это, как ни странно, набившая многим оскомину медитация. Сразу хочу сказать о том, что да, скоро на канале выйдет большой ролик про медитацию, я там очень много всего про нее расскажу. Но имейте в виду, что большинство людей живет в таком заблуждении по части того, что вообще это за практика. Людям кажется, что медитация – это вот такая штука, нужно создать себе тишину в голове, и поскольку достичь такого эффекта обычному человеку трудно, то он и медитацию считает чем-то трудным. На самом деле задача медитации в том, чтобы вы как раз научились управлять фокусом своего внимания. И медитацией может быть все, что угодно. Та же самая прогулка, про которую я говорила, если вы не в наушниках, если вы сосредоточены на красоте мира, это медитация. Или когда вы, например, делаете от души какое-нибудь дело, которое вам очень нравится. Вышиваете, готовите, моете посуду. Есть люди, которые любят мыть посуду. То вы в этот момент можете получать кайф от того, что вы делаете. И это тоже медитация, потому что медитация – это сосредоточенность на одном, это управление своим фокусом внимания. И это то, что очень сильно вас наполняет. И теперь остался важный момент. Как же все-таки увеличивать эту пропускную способность, кроме осознанности? И вообще, как это происходит? Тут, конечно, мы с вами переходим в разряд неизмеримого, непознаваемого и абсолютно эмпирического. То есть это исключительно опыт, который никак ничем научно не доказан, не обоснован. Но это просто опыт большого количества людей. Ваша пропускная способность
она нарабатывается системными практиками. Это как с той же самой медитацией. Когда вы в первый раз садитесь медитировать, вы, наверное, сможете удержать фокус своего внимания в течение 15-20 секунд. У меня, кстати, в моем курсе по медитации даже есть специальный тест, который помогает очень быстро понять, на что вы реагируете, и пройти, скажем так, путь за один день от момента, что вы можете держать внимание 15 секунд до, например, 1,5 минуты за один раз. Это такой очень хороший результат. Так вот, в первый раз вы медитируете 15 секунд, второй раз вы можете удерживать внимание уже 30 секунд, и постепенно ваша способность к концентрации увеличивается, и это увеличивает вашу пропускную способность. То же самое, как если бы вы начали ходить в тренажерный зал. Вы когда в первый раз приходите, вы берете гантельку, например, в 5 килограмм, сделали 3 подхода по 10 раз, и просто на следующий день руку можно поднимать только вот так, потому что все, она тут вся забита. Но если вы системно ходите в тренажерный зал, системно качаете мышцы, то эти 5 килограмм уже через месяц для вас вообще ничто, потому что ваши мышцы уже подготовлены к такой нагрузке. Вот все то же самое с пропускной способностью энергии в нашем теле. Чем больше вы практикуете, подчеркну это, правильных вещей, а не всякой фигни, которая просто самообман, тем больше ваша пропускная способность, ну и как результат исполняются ваши желания. Итого! Мы с вами оказались в интересной ситуации. С одной стороны, есть то, что дает нам физическую энергию, начиная от, кстати, о чем я не сказала, хорошей нагрузки, потому что это в том числе работает на дофаминовую систему. И есть та составляющая, которая, скажем, относится больше к эзотерической части, то есть когда вы совершаете какие-то действия, которые наполняют вас осознанностью. А осознанность дает вам 100% энергии настоящего момента, то есть 100% всей энергии всего мира, грубо говоря, именно то, что вам нужно для того, чтобы перейти в любой вариант реальности. А дальше, когда вы окажетесь там, где вы хотите, где ваше желание исполнилось, и у вас есть миллион, вам нужно будет научиться удерживать это состояние. И об этом мы поговорим в следующих роликах.